Ага, тут грязи нету, да? Ага. Пойдем туда, там есть. Пошли. Иди сюда, Яша. Тут грязь. Иди ко мне. Иди ко мне. Смотри. Смотри, какая грязь. Смотри. Ой, какая грязька. Да что ж ты любишь ты? Вот. Отлично. Водоем тут не надо портить. Яшка у нас лысенький. Совсем. Вся щетина у него вывалилась. Стояла у нас сильная жара. И все, Яшка лысый. Пойдем смотреть, что у нас там. Привет всем! Привет, друзья мои! Вы на канале Реймон. Мы находимся в белорусских лесах. Сегодня я, как видите, уже у землянки. Сейчас буду потихоньку продолжать строительство. Надо делать как-то второй этаж. Я очень благодарен всем тем, кто подписывается на меня, кто сейчас подписывается, подписался, кто комментирует, кто благодарит, кто поддерживает меня. Я очень вам благодарен. Очень доволен, что вас все больше и больше. Наше сообщество растет. Это здорово. Сейчас покажу вам, что тут у меня произошло за эти 2 недели. Меня же здесь не было. Я ездил на выходные прошлые к своей бабуле. Ну а тут хозяйничала природа. Сейчас посмотрим, что здесь произошло. Так, друзья мои, тут все в порядке. Ничего не изменилось. Все как было, как я уезжал, так и осталось. Зеленушка моя растет. Я тут делал такой полив, но он не понадобился, потому что всю эту неделю шли дожди. И зелень, как видите, нормально растет. Так что полив мой тут уже и не нужен. Сейчас тут сделаем прополочку небольшую. Так, что еще у меня тут? Ничего такого. Все по-прежнему. Ну вот самое главное, сейчас покажу. Так, у меня здесь кто-то хозяйничал. Кто-то пытался тут влезть, какой-то зверь. Видите, да, за дверью что творится. Отсюда кто-то сбрасывал что-то, не знаю, мох этот весь. Но это не Яша точно, поэтому я уходил, здесь все было в порядке. А сейчас вот такая беда. Внутри в землянке ничего не изменилось. Все по-прежнему, слава богу. Тут тоже все в порядке. Это здорово. Ну, а вот здесь у меня беда. И сейчас я вам покажу, какая. Пока меня не было 2 недели, поселились шершни. Вот они. Или пчелы. Ну, не знаю, что с ними делать теперь. Надо их как-то отсюда выкуривать. Сейчас буду пробовать как-нибудь. Свечка валяется на земле. Интересно, кто это был тут у меня? Белка, может, какая? Да.
Здесь тоже вот банка валяется. Явно кто-то хозяйничал у меня тут. Явно белка. Потому что добраться до моей люстры не так-то просто. А вот белочки легко. Ну, лучше бы они тут завелись, в будке. Ну, в будке их нету. Так, сейчас я их постараюсь дымом выкурить, а потом сбить это их жилище и пускай строят в другом месте. Ничего не поделаешь. Разлетаются. Но они еще пока прилетают сюда, по старой памяти, видать. Но надо им сделать так, чтобы они не летели сюда. Так, одна пчела все-таки меня укусила прямо в губу. Когда я уже там подчищал, она прилетела посмотреть, и как раз я чистил там это гнездо, и она меня атаковала прямо в верхнюю губу. Ну, ощущения, конечно, приятные такие. Мурашки по телу сразу побежали, губу парализует маленько. Сейчас, наверное, она так подпухнет. Вы не пугайтесь, что внешний вид, возможно, мой сегодня будет другой. Ну, что поделаешь, такие вот дела. Говорить буду, наверное, мало, потому что чувствую, начинает опухать. Губа опухает, да. Но ничего страшного. В принципе, я уже много раз подвергался таким укусам. У меня у дома моего стояли ульи, там сосед разводил. И как-то один раз улей этот вылетел. И как раз в этот момент, когда я косил. И они все налетели на меня, покусали. Ну, ничего со мной не произошло вообще. Так, слегка только там-сям где-то почесывалось. Поэтому я не переживаю. Единственное, что это такие лесные пчелы, может, они посильнее немножко. Но думаю, что со мной все обойдется. Один укус ничего, в принципе, не делает мне. У меня аллергии нету, ничего такого нету, поэтому я не боюсь. Я там все вычистил, надеюсь, что они больше сюда не прилетят. Пускай ищут где-то другое место себе для строительства. Ага, вон мышка. Мышка. Значит, эта мышка тут ходит. Хозяйничает. Все равно они летят сюда. Я не знаю зачем. Может, будут строить новое гнездо. Надо тут разводить какой-то костерчик небольшой, и чтобы дым постоянно валил. Насколько я понимаю.
Ну вот они и разлетелись. Я думаю, теперь они уже не будут строить здесь. По крайней мере, сейчас полетают и будут искать другое место. Начала зелень всякая расти. Яшки, конечно, по кайфу. Я уже думаю, может, надо было, чтобы меня хорошенько пчелы покусали. Оно, может, для суставов полезно. Не просто так они у меня тут завелись. Это судьба. А я тут их взял, погонял. Может, одного укуса и мало. Попробовать еще словить пчелку. Яша, ты не боишься тут пчел? А? Яшка не боится пчел. Ничего не боится у меня. Да, Яша? Так, дымок идет. Здесь все в порядке, пчелы уже не прилетают, а я пойду потихоньку заготавливать бревна. Надо же делать стены. Пойдешь, Яша, со мной? Пойдешь? Пойдем. Пошли.
Помощник. Помогает. Ухо-хапку ухватил. Куда ты попер ее? Смешной какой. Понес. А куда понес? Зачем понес, непонятно. Яша, мы в другой стороне. Нам не туда, Яш. Куда ты пошел? Молодец, хороший кабан. Прибежал. Пуля. Ах ты поросенок. Ай-яй-яй. Ох, сейчас кому-то я навешу по ушам. Ай-яй-яй. Не трогай.
Так, друзья мои, на этом постройки сегодня все. Больше ничего не буду делать. Сейчас хочу заделать трещину в своей чаше. Я уже взял с собой клей ПВА. Сейчас вот опилки есть. Смешаю и заделаю. Ну а по стройке, что хочу рассказать. Тем, кто подписывается, кто-то первый раз смотрит и не понимает, что тут происходит, что это за строение такое, говорить мне трудно, потому что губа опухла после укуса пчелы, но приходится говорить. Здесь будет баня. Баня будет на первом этаже. Второй этаж, он будет мансардный, так сказать. Он будет летний вариант. Не утепляется практически. Ну, конечно, щели я запеню пеной. Но все равно он будет не теплый. Это будет до морозов. Можно будет там находиться, спокойно ночевать. Но уже как морозы начнутся в землянке, вполне себе комфортно. Что еще рассказать? Здесь будет лестница. Вот здесь вот будет лестница. На второй этаж отсюда вот. И сразу же вход. Вход будет через окно. Окно будет большое на всю вот эту стенку. Балконное окно. Раздвижное. Там можно сделать, может быть, лежанку. Даже может двухэтажную. Двухъярусную. Почему нет? Может, вдруг появится какой-то гость. Яшка туда уже не попадет. Да, Яша? Ты уже туда не попадешь. Да, Яша будет здесь внизу. Пускай он тут спит. Ничего страшного. Ну, а я хотя бы смогу спокойно отдохнуть. А то ведь он не дает спать. Он же встает, хрюкает, покусывает меня за руки, чтобы я просыпался. Да, Яшка? Проказник. Ну, а сейчас займемся чашей. Побежал кушать. Так, друзья мои, для того, чтобы заделать, мне нужно клей ПВА и опилки. Желательно помельче, но у меня какие есть. Заливаем трещину, клей. И забиваем опилками. Потом, когда оно высохнет, можно будет наждачкой затереть, и все будет отлично. Кстати, пока сейчас делаю вот эту трещину, расскажу вам про бабулю, про свою. А то многие, может быть, не поняли немножко. Что-то я посмотрел видео, получилось, как-то я снял так, что вроде как будто бы несчастная бабушка живет одна совсем. Да, бабуля живет одна. Как я сказал уже, это сестра моей бабушки. Она младшая, поэтому она еще живая. Моя бабуля уже умерла. Давно, уже лет 15-20, наверное, назад. Уже точно не скажу. Вот. А эта бабуля живет в деревне, на родине, там, где и моя бабушка родилась. Они же сестры. У своей бабули я гостил в Новогрудке. Ну, а к этой бабушке приезжал уже со своей бабулей в гости. Ну, и когда я приезжал в гости, соответственно, я видел, как там все красиво. Это же деревня. Ну, и я просил всегда: оставьте меня, пожалуйста, здесь, бабушка. Можно я побуду с бабой Галей? Ну, и все. И она там уговаривала эту бабу Галю. И баба Галя меня брала на недельку, там, чтобы я мог у нее погостить. Для нее это было, конечно, очень тяжело, потому что она переживала, что ей ответственность такая. Она мне еще говорила: не дай бог ты, что-то с тобой произойдет, мне чтобы прям в озеро идти, там, топиться, я же не знаю, что делать, как я потом людям буду в глаза смотреть, твоей матери. Она меня со свету живет. Ну, все-таки она соглашалась, и я оставался на неделю, там, на 2. И, конечно, вот за это время, пока я там был, это было, наверное, года 3, я ходил пас коров, лошадей,
ходил в грибы, собирал там с местными там детьми деревенскими. И для меня это было такое блаженство, радость такая, счастье, что оно запечатлилось в моем сердце, в моей душе. И теперь я вот всегда еду туда, чтобы увидеть эти места, эту бабульку. Она для меня стала очень дорогим человеком. У нее, конечно, потом появилась семья уже, довольно поздно, ей, наверное, уже было лет 50, она нашла себе мужчину, а у мужчины уже были дети. Ну и она приняла этих детей, жена у него умерла, она приняла этих детей как своих, начала воспитывать. И вот теперь эти дети, они приезжают к ней постоянно, забирают на зиму к себе, и она выращивает для них картошку, огород садит. И они счастливы, она счастлива. А на лето она всегда приезжает в свой дом, оставить она его не может. Для нее это все. Она этот дом построила сама, можно сказать, на свои кровные деньги, которые зарабатывала с большим трудом. В колхозе тогда ничего не платили совершенно. Она там откладывала по копейке, сама шила себе одежду, сама все делала. Почти до 50 лет она прожила одна. Осталась она в этой деревне одна, потому что у нее была мать. Мать уже была больная, а остальные дети все разъехались. Их было в семье 7, по-моему. Да, 7. 3 умерло и 4 осталось. Вот такая вот у нее судьба. Ну, а я езжу к ней в гости, конечно, привожу гостинцы. Конечно, я ей там помогаю и кашу, обязательно кашу. Ну, я просто не стал показывать, просто я думал, что будет интересней просто разговор, общение. Что эти понты? Ну, поеду обязательно к ней в гости, сделаю видео в музее, привезу ей кастрюли. Кстати, я тоже заметил, что кастрюли у нее прям военные. Надо пару кастрюлек ей привезти хороших. Ну, в общем, вот такая история про мою бабулю. Поэтому вы так прям не думайте, что она там несчастная совсем-совсем. Хорошая бабушка, 90 лет, все у нее в порядке. Но сейчас она живет одна, летом, конечно. Дети в городе, они же не будут с ней там в деревне. А в деревне, кстати, нету ни сотовой связи, ничего. Поэтому я не могу ни созвониться с ней никак. Ну, а когда она в городе, там, у детей, тогда уже, если вдруг с ней что-то произойдет, мне, конечно, позвонят. Музей, кстати, там очень интересный, да. У него интересная судьба тоже, у этого музея. Хозяин, кто построил этот музей, он погиб уже, его нет в живых. Очень жалко. Хороший очень человек. Я виделся с ним несколько раз. Когда приезжал туда, он всегда находился там на месте. И с удовольствием встречал всех людей. И давал там, рассказывал им, как он это строил, что оно, символизм какой там вот. Видели, какие у него заборы там необычные. Там интересные комнаты. Ну, вы все увидите потом. Поэтому я сейчас делаю рекламу, чтобы вы потом смотрели. Совсем мелких опилков у меня нету. Ну, хотя бы такими, я думаю, что уже будет неплохо заделано на этой щели. Можно, мне писали эбоксидкой заделать щелку, но я подумал, что клеем ПВА. Я, кстати, так уже делал. Когда-то давно я работал на мебельной фабрике. И там мы тоже вот заделывали всякие щелки.
Вот именно клей ПВА с опилками. Вот так вот я залепил. Трещину. Все. Сегодня костер горит целый день. Тогда же комаров нету. Практически. Сейчас Яшку будем кормить, да, Яш? Скажи, я ем уже всякие опилки, всякие ветки. Не кормит меня отец, да? Сейчас. Не трогай, не трогай, не трогай веточки. Нужно более-менее безопасно разжигать костер. Можно уже чайку попить, Яшки еду разогрею. Пока стынет еда там у Яшкина, я тут замариную грибочки.
Полоснем их. Какие чистенькие. Сейчас растительное масло. Соль. Перец, приправа. Грибочки маленькие, они вот отлично так вот замешиваются. Так, все, маринуются. Яшкина еда, все остыло, можно давать яшки. Так, друзья мои, яшка накормлен. Теперь мое время готовить себе что-нибудь вкусненькое. Сегодня я делаю шашлык из фарша, филя-кебаб. Вот куриный фарш. Надо его хорошенько замесить, чтобы он стал прям клейкий такой, иначе он будет падать, не будет на шампуре держаться. Поэтому сейчас моя задача это его... Ну, прежде я нарежу лук. Режем меленько. Ну а теперь хорошенько мнем, прям замешиваем так. Можно соли сразу бросить. Приправки. Черный перец. Поехали. Вкусно, вкусно. Ты поел, теперь я буду себе готовить. Так, что сюда еще можно добавить? Зеленушки.
сорву. Да, вот так вот готовить тяжеловато, что нету вот условий хороших. Ну ничего. Я не брезгливый, поэтому готовлю для себя. Грибочки будем накалывать и жарить. Пушистым перчиком. Все, пора уже снимать грибочки. Пора вешать основное блюдо, а то сейчас угли закончатся. Приступим. Основное блюдо. Друзья мои, не будет сегодня люля-кеба. Вот сегодня будет, знаете что? Сегодня будут котлеты. Думаю, котлетки поджарились, снимаю и новую порцию закидываю для Яшки. Мне хватит этого. Вот и готов мой ужин. Сажусь принимать пищу. Ах, хороша. Грибочки, котлетки. Как дома. О.
Приятного аппетита, кто со мной кушает, забыл сказать. Вторую котлету даю Яше. Ему очень нравится. Да, Яша? Ой, ты мой малыш. Ну на. На тебе котлетку. На. Неаккуратно ты, Яша. Ай, вкусно, да? Скажи. Вот это еда. На этом, друзья мои, хочу с вами попрощаться. Увидимся в следующем видео. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, дизлайки, там, пишите комментарии. Я все читаю комментарии, отвечаю как могу. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто подписывается. Я вам очень благодарен. Всех люблю, всех обнимаю. На этом хочу попрощаться с вами. Всем пока!